Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я буду собирать довольно раритетную модель. Это ZIL-157K, и это фирма АВД. Когда-то она выпускала на заре своего становления свои модельки вот в таком дизайне коробки. И, соответственно, эта модель в 43-м масштабе, и как раз те же костромичи под брендом Modimio выпустили довольно интересную книгу об истории автомобиля ZIL. И одним из героев как раз этой книги будет вот эта модель. Так что давайте вместе собирать эту модель и листать эту книгу и погружаться в историю создания этого автомобиля. Поехали! Так выглядит коробочка с ZIL-ком 157. И это не просто коробочка, а именно самый первый вариант дизайна коробки автомобиля в детали фирмы АВД. И она выглядит в виде такой советской посылочки. Тут вместо открытки внешний вид автомобиля, причем он просто как чертеж, изометрия. Ребята экономили на художнике, я так понимаю. И, соответственно, на этой коробке, собственно, и больше ничего и нет. Видите, печать, что это 43-й масштаб, значок Ростеста, насколько я понимаю, и ZIL IP делает деньги на модельках. Ну, собственно, как и любую модель, мы обязаны ее собрать. Так что давайте приступать. А этому набору, наверное, больше уже 10 лет. Поехали. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Итак, передо мной второй том «История автомобилей ZIL», и он повествует о таких моделях, как ZIL-164 и ZIL-157. И эти две машины являются логичным продолжением модельного ряда автозавода ZIL. То есть ZIL-164 – это улучшенный модернизированный вариант автомобиля ZIS-150, а ZIL-157 является модификацией автомобиля ZIS-151. Соответственно, один двухосный, второй трехосный, и трехосный автомобиль является еще и полноприводным. И в этой книге довольно много описано о сложностях и трудностях, с которыми столкнулся завод, его мощности, его руководство и конструктора, которые боролись и выпустили новый ZIL. Соответственно, нужно было улучшать машину, и тут, в принципе, описано довольно сухо на самом деле. Можно сказать, что даже прямо в самом начале, без каких-либо, сказать, пояснений, и почему они перешли к улучшениям конкретного узла при производстве новой модели. То есть здесь просто, вот видите, как списочком показаны улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Мне показалось, что в предыдущем томе было как-то более живо и более литературно, наверное, описан переход от одной модели к другой. И хотелось бы больше фактов, наверное, каких-то, и больше раскрыть эту тему. А из интересного в книге довольно много иллюстраций, которые, можно сказать, практически каждый шаг, каждое улучшение модели иллюстрируют и показывают вообще процесс производства и сборки машины. И вот эта иллюстрация довольно интересна, и я думаю, многие москвичи узнают этот железнодорожный переезд. Как видите, здесь несколько путей, и заводские видны какие-то корпуса. И сейчас, если вы поедете по МЦК, между станцией ZIL и Верхние Котлы, вы можете прекрасно понаблюдать и проехаться по тем же самым путям и посмотреть, какая разруха вокруг на данный момент. Также, можно сказать, практически в конце
повествования этой книги указан очень интересный факт, что на ЗИЛы-157, точнее на их шасси, ставили кабины от 130-х и от 131-х ЗИЛов, кабины и кузова. И эта информация тут представлена в виде такого факта, можно сказать, что практически одними фотографиями. И не указано, почему решили провести такие испытания и к чему эти испытания привели, какие выводы сделали конструктора. Хотелось бы это почитать. Собственно, мне кажется, это наиболее интересно, как конструкторы мыслили и какие технические решения они принимали для того, чтобы сделать машину более проходимой, более удобной и необходимой для сельского хозяйства и не только. Так что в книге довольно много просто вот таких фактов, что было и было, а почему и к чему какие-то решения приводили. К сожалению, ответов я на это не нашла, и это вот, наверное, один из минусов этой книги. Также очень и меня как потребителю и автоистории, и моделизма интересует вот такой вопрос. Ведь Модемио, вы же, наверное, все знаете, автоистории, АВД, ССМ – это примерно одни и те же люди. И эти фирмы, они очень родственные и выпускают свою продукцию, при этом они немножко рассинхронизированы, что, мне кажется, довольно странно. Ведь выпуская такие книги, очень хорошо бы их иллюстрировать и подогревать спрос, а также увеличивать свою прибыль, выпуская модели по горячим следам, можно сказать, или наоборот, выпускать модель и следом же книгу о ее истории. Соответственно, у них, в принципе, вроде как у АВД, судя по тому, что вот вышел довольно новый набор, это К701, и на обратной стороне небольшие анонсы с выходом 151-го ЗИЛка. Это предыдущий том. И, опять же, только анонс, а сама модель не вышла в параллель с книгой. И это, мне кажется, неправильно. Хорошо, что у меня на андресолях сохранилась такая модель, как ЗИЛ-157, и я смогла, параллельно читая, собирать эту модель. И, соответственно, вы смотрите этот ролик, вдохновившись выходом новой книги. Ну а на обратной стороне нас продолжает радовать полное собрание всей истории автомобиля ЗИЛ. И следующий выпуск будет про ЗИЛ-130, и он выйдет примерно через месяца 3, то есть где-то в мае и к концу мая. И мне кажется, это действительно будет интересный выпуск. По крайней мере, я его очень сильно жду, потому что ЗИЛ-130 – это довольно знаковый автомобиль. Он продержался на конвейере довольно долго. Потому что долго, до сих пор в Подмосковье спокойно ездят эти ЗИЛки и прекрасно себя чувствуют. Ну, а машины, как ЗИС-150 или ЗИЛ-157, я их, к сожалению, не застала и практически нигде не видела на дорогах. В музеях, конечно, да, а вот в жизни я их не застала. Единственное, кого я видела из того периода на дорогах, это, наверное, газоны. Ну, газоны тоже довольно спорная модель. ЗИЛы в этом плане намного лучше. Ждем следующий выпуск. Надеюсь, он будет интересный и раскроет нам автоисторию более подробно. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Итак, сборка моя завершена, и она была уж очень быстрой и простой. Рама была почти полностью вылита и была готовой. Я вставила лишь мосты, поставила пару карданов, вставила топливный бак и, собственно, запасное колесо, и все. Сборка на этом была закончена. Буквально 5-6 деталей. То же самое касается и внутренности кабины. 2 сиденья, руль и пару рычагов. И все, кабина готова.
Дальше она, видите, как тут есть места для прикручивания. Я пока просто наживлю. А все, что вы видите на столе, это и есть те детали, которые отправятся в окраску именно в таком составе, а не в сборе. То есть это сама рама, внутренняя часть кабины, кабина, в которую я приклеила только одну деталь в виде приборной панели, и крылья. Мы можем их пока что примерить. Так понимаю, как-то вот так. Кабина. Ну и кузов — это всего лишь несколько деталей. Собрали кубик и приклеили парочку брызговиков на 4 колеса. Собственно, и вот в таком составе мой грузовик отправится в окраску. Точнее, вот так, наверное. Нет, все-таки было правильно. Так, все. Я буду красить ЗИЛ в классический зеленый цвет. Конечно, такие модели встречались и в иных окрасках, например, в бежевом или же в синем цветах, но это были, скорее всего, экспортные исключения. Так что я буду изображать народно-хозяйственный ЗИЛ в зеленом цвете. Вначале я загрунтовала модель из аэрозольного баллончика, а потом я окрасила шасси в черный цвет. И это особая примета русских грузовиков. Как правило, рамы у наших машин красились в черный цвет, но были и исключения. Например, я недавно работала над моделью грузовика КАВС, и там я окрасила раму в красный цвет. Кабину и кузов я окрашу в зеленый цвет, и у Мачете есть очень хороший оттенок для этих целей, и называется он 4BO2. Он идеально подходит для советских послевоенных грузовых автомобилей. Семейство 151-х и 157-х ЗИЛов довольно скудно отражено в моей коллекции ЗИЛов. И несколько лет назад я построила две очень стрёмные модели от А7 в 72 масштабе. Это был Кунг и бортовой вариант. Сами отливки были очень старые, и сделать по-настоящему копийные модели из них довольно тяжело. А 151 ЗИС я делала с очень брутальной экскаваторной надстройкой. И единственное, что жаль, что такая крутая модель живет не у меня на полке, а уже в частной коллекции. И далее мне надо покрасить фары и рамы стекол. А на этой модели остекление кабины выглядит как стеклянный купол. И это удобно, ведь при размещении этой детали очень сложно заляпать стекла. С этих ЗИЛов начинается история. С этих ЗИЛов начинается история. Начинается история. С этих ЗИЛов начинается история. На этой модели я совмещу два приема – масляные точки и смывку. И в комбинации это позволит мне управлять оттенком на каждой поверхности грузовика, что довольно удобно. С этих ЗИЛов начинается история. С этих ЗИЛов начинается история. Начинается история. Место ЗИЛ, как над газоном катания. Прицепив друг друга и вытащим всех по одинаковой гарантии. С участием двойных запасок работают здесь старики. Дубленки висят на плечах, как голенькие лыжники из патика. И сухой кистью я выделю рельеф кабины и кузова грузовика. И вот такой ЗИЛок у меня получился. И мне очень было приятно работать над этим раритетным набором, потому что, во-первых, это подарок моего зрителя. Если ты видишь это, то тебе большой привет. И также мне очень приятно было работать над этой моделью, потому что как раз в это же время я читала новую книгу от Моди Миу. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите. Не забывайте комментировать.
начинается история. С этих силов начинается история. С этих силов начинается история. С этих силов начинается история.